крупнокалиберный переполох. Вот блин, это ведь не береза. Нет, пожалуй, отсюда пить я не буду. Мы вроде бы не в Чернобыле, а деревья выглядят так, как будто бы здесь радиационный фон. Зато нож с собой взял. А если у вас есть нож, значит у вас будет вода и еда. Во времена Великой Отечественной войны был такой нож-разведчика, который стрелял. Вы могли устранить часового, собаку или повредить покрышки вражеской техники. У меня сегодня тоже есть нож. Это нож Кампо, который представлен в Калашников Маркет и одобрен компанией Калашников. Им можно рубить деревья, нарубить себе дров, если хотите. Можно что-нибудь очень эффектно построгать. И самое важное, здесь отличная сталь, которая вас точно не подведет. И еще чудесным образом на ножнах Калашникова, вот этого самого ножа, есть вот такая херовина. Ей можно взять и сделать вот так. Вот так вот перекусил и дальше пошел. Ну а если вы заблудились в Трех Соснах где-нибудь возле какой-нибудь военной базы, если вы понимаете, о чем я, то хорошо, если у вас есть компания. У меня сегодня хорошая компания. ДВЛ-10. Диверсионная винтовка Лобаева. Этой винтовки стреляют патроном 338 Федерал. Складный приклад, который позволяет снизить ваш силуэт. Из-за спины вот я сейчас шел, и его было практически не видно. Советская армия проводила опыты с бесшумным оружием под специальный патрон 60-х годов, когда впервые кто-то задумался, что ПБ и АКМов недостаточно для работы с глушителем разведчиков, недостаточно для диверсантов, на которых возлагалась нехилая миссия всячески гадить в тылу натовского врага, уничтожая ему все, что плохо защищено. Конечно, ПБ и АКМ серьезно превосходили по дальности применения нож-разведчика, но в 80-е годы оказалось по опыту Афганистана, что противники не всегда страдают глухотой на дистанциях применения бесшумного оружия. Звук выстрелов оружия складывается из трех частей. Первый — звук газов, вырывающихся из ствола, и за гашение ударной волны отвечает глушитель, та самая бочка, которую так любят за брутальный внешний вид. Вторая часть — это звук работающих механизмов. Оружие, то есть затвора, который бьется сзади о затворную раму. А вот третье, пожалуй, самое сложное. Звук пули, преодолевающий звуковой барьер, ударная звуковая волна. Поэтому для бесшумного оружия нужны специальные дозвуковые патроны. Но если скорость пули становится ниже, то ниже ее энергия, а значит и поражающее действие. Ну, вы помните, в школе на физике масса умножить на квадрат скорости и поделить на 2. Или что-то типа того. В общем, если уменьшить скорость пули в 2 раза, то нужно увеличить ее массу в 4, чтобы сохранить энергию. В винтовке Лобаева Диверсант нет никаких компромиссов. Она на ручной перезарядке и с продольно скользящим затвором. Так что звуков работающей автоматики здесь фактически нет. Поэтому из этой винтовки стреляют патроном 338 Федерал. Пуля вылетает из ствола со скоростью 300 метров в секунду. Ну, как у ПМ, но это вот такая огромная пуля, и от того, что она стала медленнее, на дистанции 300-400 метров, легче никому не станет, уверяю. За счет алюминиевого корпуса винтовка Лобаева становится очень легкой, и это
Для диверсанта самое что ни на есть большое везение держать такую винтовку в руках. Снайпинг — это целое искусство, и единственное, я вам точно могу подсказать, это не убирайте местечко рядом с пеньком одиноким, или кустиком, или линией электропередач. Вас тогда легко вычислят. Да, и не забудьте главное. Спасибо. Средство от комаров вам обязательно пригодится. И от клещей тоже. Стрелять буду сначала по шлему сфера. Он должно быть крепкий, зараза. Я как-то проверял. О, как комарик укусил. Весьма тяжелый стальной шлем-сфера, состоящий из нескольких пластин, выглядит не обнадеживающе. Во всяком случае, сейчас мы это все проверим. Так, вот я вижу попадание, и такое ощущение, что я вижу пулю. 338 Федерал. Это оболочка пули. А что внутри? Посмотрим-ка. Шлем-сфера, состоящая из 3 пластин стальных, в общем, выглядит удручающе, потому что с этой стороны виднеется отверстие, вот здесь оно есть, и внутри оно тоже есть. Стало быть, винтовка Лобаева, диверсант, пробивает с легкостью этот шлем. Что ж, стреляем в бронежилет 3-го класса. Это модуль. Так, я зарядил сейчас 2 патрона подряд. Один бронебойный, один обычный. В левую часть я буду стрелять обычного, в правую бронебоечкой. До звуковой. Добрый вечер. Спокойной ночи. Кстати, этот нож, который сегодня так хорошо мне помогал, я приобрел в Калашников Маркет. Я раньше тоже думал, что там только оружие, но ведь нет. Там ведь куча всего. Там есть химия для того, чтобы почистить ваше оружие. Там есть куча разных обвесов, которыми вы можете кастомизировать свою пушечку, фонарики, рюкзачки и все, что нужно для долгой тактикульной жизни. А ссылочка в описании. С 300 метров винтовка «Диверсант» спокойно преодолевает препятствия в виде пластины 3-го класса. Это защитный бронежилет-модуль, который должен был спасти, должно быть, от пули ПМ и еще чего-то, но «Диверсант» тут явно ему разнес в щепки всю защиту. И вторую покоцал. Но я ведь не зря оказался недалеко от некой военной базы врага, поэтому нанесу ли я вред диверсантам, самолету, вертолету или авиационной бомбе, если, к примеру, толщина будет 3 или 4 сантиметра, и это будет авиационный алюминий. В руках опытного стрелка эта винтовка дает кучность половины угловой минуты. Это в 6 раз точнее, чем новенький автомат Калашникова, и в 2 раза точнее, чем тюнингованный СВД с хорошими неваловыми патронами. Затвор очень четкий. Это не какая-нибудь тебе мосинка, которую приходится периодически выколачивать. Весьма удобная винтовка.
А крепкий орешек этот авиационный алюминий. Я стрелял двумя разными боеприпасами. В левую часть я стрелял обычным патроном, в правую бронебойным. Это дозвуковые патроны. Здесь немножко покоцнуло, так вошло на миллиметр. А вот здесь бронебоечка осталась. Вот она здесь. С обратной стороны ничего. А вот с этой стороны наполовину вошла пуля. Увязла так, что, мама, не горюй, наполовинку. А что будет, если я буду стрелять сверхзвуковым патроном? Тут ребята из Лобаева говорят, что пробьет сразу же две пластины. Может ли быть такое? А вот сейчас и проверим. Интегрированный глушитель отлично работает, при том, что винтовка сегодня постреляла и далеко не холодная. Пока я попадаю намного лучше. Короче, удобство оружия позволяет считать эту винтовочку для меня, во всяком случае, крайне удобной. Сверхзвуковой проникает под самое не балуйся. И в первый раз, и второй. И почти что его пробивает. То есть вот эта толстенная стенка алюминия, в общем-то, практически поддалась натиску диверсанта, но это прям очень толстый слой алюминия авиационного. Слепила две пластины. В общем, и чтобы их отковырять, придется вот так вот сделать. Это непростая задача для только сильного команданта. Так, ну что ж. И вот мы имеем результат. Авиационный алюминий пробит бронебойным сверхзвуковым патроном. Бронебойная сверхзвуковая пуля пробивает алюминий, вот этот вот, и оказывается во второй пластине, на ее фактически середине. Склеивает две пластины, остается внутри. Да, было бы интересно сравнить винторез и винтовку Лобаева «Диверсант». Или какую бы винтовочку, на ваш взгляд, нужно было бы сравнить с этой? Пишите в комментариях. И не забудьте поставить лайк и подписаться. В конце концов, чем больше просмотров, тем больше у меня денег на то, чтобы не есть доширак. До скорого. Ну.